Добрый день, дорогие друзья! Тема сегодняшнего блога – это дорогой чай. Периодически возникают такие вопросы, конечно, все реже и реже, но тем не менее. Почему же чай такой дорогой? Ну, как вам сказать? Прежде всего, надо понимать, что такое дорогой. Понятие дорогой, оно довольно-таки относительное. Есть категории товаров, к которым вы привыкли, например, что они могут быть дорогими или дешевыми, то есть есть уже какое-то понимание. Причина такого восприятия новичками информации о том, что все-таки чай может быть довольно-таки недешевым, в том, что у нас в России как-то так сложилось довольно странно, то, что, значит, чай, он изначально должен быть дешевым, он не может быть дорогим, то есть это, видимо, сложилось прежде всего из-за того, что у нас и китайский чай хороший, в общем-то, в Россию начал появляться только в 90-х годах, после долгого советского периода, когда у нас нарушились отношения с Китаем, после, значит, смерти Сталина, и, в общем-то, чай из Китая к нам не поставлялся, к нам поставлялся дешевый чай из Индии. Поэтому изначально к чаю было отношение как к чему-то такому относительно недорогому, и требования к чаю как к чему-то такому, скажем, высокосортному и, скажем так, премиум-классовому продукту не было никаких требований к продукту премиум-класса. Всегда было что-то такое более простое. Поэтому понятие «дорогой чай», оно, скажем так, еще для многих, очень многих людей, оно довольно-таки непонятное. Надо сказать, что в противовес, в общем-то, индийским чаям и чаям многих других стран, хотя надо сказать, что и там уже появляется премиум-сегмент чая, все-таки китайский чай, он изначально подразумевался как нечто более высокосортное, особенно если говорить про чаи почечные, про чаи императорские, так и называемые чаи. Конечно, сейчас уже нет в Китае императора, но есть чаи, которые исторически поставлялись ко дворцу императора. Изначально это были зеленые почечные чаи, потом желтые, в какое-то время это были улуны, красные и некоторые другие сорта. То есть, дорогой чай, понятие для Китая древнее и абсолютно приемлемое, это нормально. При этом параллельно с этими дорогими сортами существовали всегда и сорта более дешевые, грубо говоря, такие народные, которые пили абсолютно все, то есть не только там в нефритовых сосудах поставлялись ко двору императора. Надо сказать, что казалось бы, легенды и про девственницы, про нефритовые сосуды, они, конечно, сейчас воспринимаются немного так, скажем, странно, и кажется, что что же такие за древние легенды. Но на самом деле это все было, это исторический факт. Тоже чай был дорогой, многие сорта собирались штучно, были сорта, которые запрещались к экспорту, сейчас, конечно, такого уже нету. Кстати, как я в этом видео про мифы говорил, да, то есть это уже история, но тем не менее она есть. А сейчас в связи с тем, что идет активный ренессанс чайного дела, начался он на Тайване в середине 20 века, потом, постепенно по мере, скажем, продвижения реформ Дэн Сяопина, экономических реформ в Китае, начала бурно развиваться и чайная деятельность, то есть чайное производство, начали открываться новые заводы, начали активно продвигать не только производство чая в таких коммунистических понятиях, мы произвели 5 тонн чая, но и, собственно, чай как культура. По мере того, как чай как культура начал развиваться, в общем-то, начало развиваться и элитное, или, скажем так, даже элитный термин мне не нравится, скорее премиум-сегмент, да, который ориентирован на аудиторию уже более разборчивую, людей, для которых чай это не просто скажем так, какой-то пустой звук или просто сейчас мы быстренько чаю попьем, а для которых чай это уже что-то более значимое, которые понимают, что такое чай эксклюзивный, что такое чай, которого немного, который делается ограниченными количествами и так далее. Конечно же, у всех этих понятий есть очень большое количество градаций. То есть, опять-таки, понятие «дорогой чай», понятие «недорогой чай» – это очень условно. Дорогой относительно чего? То есть, если, например, говорить про наш ассортимент, у нас есть чай за 200 рублей, даже за 180 рублей 100 грамм. Если его пересчитать, этот чай, на какой-нибудь чайный пакетик, то, в общем-то, получится по цене, может быть, даже близко к одинаковому. А если еще посчитать, что этот чай может гораздо больше через себя пролить, то есть, если возьмете чайный пакетик, вы в нем заварите одну кружку. Если возьмете такое же количество, 3-5 грамм высокосортного качественного чая, то вы можете через него пролить, извините, целый термос, литра 3. То есть он гораздо больше отдаст в результате готового продукта.
Поэтому, если вы просто посчитаете с калькулятором в руке, сколько вы будете тратить на чай, скажем так, относительно дорогой, там, из среднего категории в магазине специализированном, и брать какой-то при этом пакетированный, скажем так, мусор чайный, да, то есть, который сделан из чайной пыли или из очень низкосортного чая, то, в общем-то, по цене не всегда-то, в общем-то, и качественный чай кажется дороже. Просто дело в том, что как бы люди, которые стремятся за максимальной прибылью, а глобальных компаний может так сказать, потому что у них огромные бюджеты выделяются и на рекламу, и на продвижение бренда, и часто эта реклама может быть даже больше, чем стоимость самого продукта. Поэтому, естественно, закладывается гораздо большее количество концов, скажем так. То есть, как это не звучит странно, но это так. И поэтому такой момент есть. Параллельно с этим еще существует чай, который действительно эксклюзивный, который действительно дорогой, и цена его может быть очень разной, вплоть до действительно таких сумм довольно-таки заметных, там и 5, и 10, и 20, и 40, и больше тысяч рублей за 100 грамм даже. Я уж молчу про килограмм. И я скажу, что даже многие чаи гораздо более дорогие мы просто не возим в Россию, потому что здесь, скажем так, не так много ценителей. То есть это может быть только в порядке, если либо там для самых ближних людей, ближнего круга, скажем так, существует. Вот. Такие чаи, есть чаи, которые просто известны за счет своего бренда, которые как бы просто имеется высокая цена за счет бренда. Можно как пример привести, например, знаменитые чаи юнаньские шены из каких-то известных мест. Например, там шен из Славбанжана, из деревни, да, то есть он замечательный, отличный чай, но цена, конечно же, у него в основном из-за имени, чем из-за его качества. Есть чаи, которые дорогие из-за качества, то есть можно привести в пример, например, чай Диншань-Инжэнь. Вот, например, это вот видео можете посмотреть про Диншань-Инжэнь, про остров Диншань, который находится в Хунане. Вот, то есть этот чай, он просто сам по себе дорогой, потому что производится одним единственным заводом, и, в общем-то, площадь посадок очень маленькая. То же самое можно сказать про, например, Сихулунзин из оригинального места, да, то есть его тоже немного. То же самое можно сказать про Дахунпао или вообще вышанские улуны, которые делаются в Джиньянда, то есть в утесной территории. Их тоже очень небольшое количество. И такие чаи, они, в принципе, вообще не бывают дешевыми. Это невозможно. То есть бывают чаи, называющиеся так же, но при этом не являющиеся этим. То есть можно их назвать подделкой, можно назвать их репликой или имитированием, там, ну, как бы то ни было, чаи оригинальные, они есть чаи оригинальные. Вот. И если, например, для многих не вызывает удивления, что есть там какое-то коллекционное вино стоимостью несколько тысяч евро бутылка, то, в общем-то, надо сказать, что с чаем абсолютно логичная история. То есть есть коллекционные дорогие чаи, и это нормально. Поэтому тут надо просто формировать вкус. Потому что как оценить такой чай? Надо пробовать. Это не формируется за 1 минуту. То есть, если возьмете дорогой чай, вы можете даже сразу не понять. Вы думаете, сейчас вот я выпью, сразу все оценим. То же самое с любым продуктом. Нужно формировать вкус, и постепенно вы, по мере того, как вы повышаете планку своего восприятия вкусов, вы уже начинаете понимать, что же такое дорогой чай, что же такое качественный продукт, что же такое дорогая посуда. То есть, если у многих, кто начинает чайное дело, кто начинает вообще интересоваться чаем, пить чай сам, вот, он сначала может купить самый простой набор. Это самая распространенная история. Человек покупает самый дешевый чайник, самый там простенькую гайвань, дома заваривает. Потом, значит, он потихонечку формирует вкус, уже смотрит, что чайничек-то у него простоват. Стоило бы взять что-то получше. Вот. Абсолютно аналогичная ситуация происходит с чаем. То есть вы пьете, и в какой-то момент у вас происходит деформация, и для вас уже это не кажется дорого, вы понимаете, что это продукт, он этого стоит. Кроме того, еще хочу заметить такую вещь, то, что многие гонятся за каким-то там количеством. Иногда, может быть, лучше выпить чая немного и очень ценного, чем что-то такое каждодневное. Но зависит от человека, опять-таки, да, но я могу сказать, что не только очень богатые люди покупают дорогой чай. У нас очень много, например, клиентов, которые покупают довольно-таки дорогой чай, то есть, скажем, там от 5 и дороже 1100 грамм, при этом будучи студентами обычными или просто, то есть они просто знают ценность этого продукта. Они могут купить несколько пробников по 10 грамм и радоваться жизни, потому что понимают, что это за продукт. Вот. Тут для таких чаев еще очень важно заваривание, то есть важен очень внимательный подход и все вот эти аспекты, которые изложены в правилах правильного заваривания. Кстати, вот внизу у нас наша статья про заваривание,
да, значит, они особо важны для этих чаев. Особо, если это касается зеленого чая, особо, если касается желтого чая, всех светлых чаев, которые особо требовательны к завариванию. Вот, то есть тут важно все, начиная от посуды, заканчивая водой, точнее даже начиная от воды, заканчивая посудой, и нужно уметь внимательно заваривать. Это опять-таки не означает, что нужно бояться, ой, все, я только что начал заваривать чай, значит, я никогда не смогу его заварить. Я скажу так, что если вы просто даже банально последуйте всем самым обычным требованиям, у вас, скорее всего, это получится. Основное – это вода. Вот. То есть тут просто важно внимание. Поэтому так, я вам желаю приятных чаепитий, побольше пробовать и до новых встреч!